Всем доброго вечера, друзья мои. Продолжаем с вами серию лекций под названием «Тайны ведьм». Дело в том, что человечество ни разу не переживало хорошие времена. Не было у нас передышки. Какие-то народы и страны более-менее держались. Их спасал океан и изолированность определенная. Какие-то страны все время переживали революции, бунты, войны, разорения. Наша страна, например, каждые 30-50 лет начинается война, огромное количество молодых жизней уходит. Революция 17-го года. Но до этого, если посчитать, Первая мировая, Вторая мировая, более кровавая, локальные конфликты и прочее. То есть я хочу сказать, что во все времена человечество живет и будет жить, наверное, пока оно есть, в войнах, в конфликтах, в трудностях, в голоде, в холоде и прочее. Но была особая каста людей, или категория, наверное, правильнее, из разных каст. Люди, которые выживали, жили хорошо при любой власти и при любых обстоятельствах. И эти люди не обязательно были людьми силы. То есть не они одни. Это были люди, которые имели пытливый ум. Нет, они не пристраивались. Они не пытались соответствовать системе. Они не предавали свои принципы жизненные. Абсолютно нет. Просто эти люди знали определенные тайны, изучали, узнавали, читали. Ну, в те времена, может, еще не все были грамотны, но, по крайней мере, прислушивались. Люди, которых учили бабушки, дедушки, люди, которых учили знающие люди, женщины, мужчины, люди, которые принимали советы, искали мудрость, одним словом. И если мы с вами уйдем чуть назад, в древние века, и вспомним, в частности, женщин, но не только женщин, и мужчин, которые добились высокого положения и из положения раба становились визирями, становились советниками, военачальниками, ханами и прочее, мы поймем, что это были люди, которые, во-первых, не боялись экспериментировать, люди, которые не останавливались из-за трудностей, из-за неудач. Они пробовали еще раз, еще раз. Люди, которые искали знания прежде всего. До того, как искать деньги и славу, они искали знания. Кто-то был грамотен, кто-то неграмотен, но приходил к знающим людям, советовался, узнавал. Пробовал себя в разных работах, ипостасях, категориях, и как сейчас мы говорили бы, да, на своем современном языке. И в конце концов находили себя в этой жизни. И на удивление жили нормально и хорошо, в то время как все вокруг рушилось. Такие люди выживали во время войн, во время блокад, во время каких-то глобальных катастроф, во время гонений, во время репрессий и прочее. Их это не касалось. Самое главное, может быть, они подсознательно к этому шли, может, понимали, может, им подсказывали, объясняли, но самая главная черта такого человека – это узнать больше, чем другие, и использовать эти знания в угоду себе.
и наладить связь с потусторонним миром. Люди, которые верят в свою звезду, люди, которые верят в свою удачу, в свою судьбу. Вот они не знают, откуда придет это спасение. Если их так послушать, их выводы, даже непонятно, на что они надеются. Наверняка встречались вам такие люди, которым вы говорите, ну чему она радуется, на что она надеется. Ну, что-нибудь будет хорошее, не переживайте. Все обойдется, завтра будет новый день. Это не легкомыслие. Это такое, знаете, без сомнения и без какого-то... То есть абсолютная вера в свою удачу и в то, что определенная сила ведет их за руку. По-разному они это называют. Кто-то может назвать «Бог меня ведет», вот Боженька мне помогает, всю жизнь помогал. Даже если это совсем не Боженька и некто другой, в любом случае человеку уже нужно как-то выразить свою мысль, как-то сказать, что у него есть вне этого мира, пространства, некий покровитель. Кто-то говорит «Моя судьба меня ведет», кто-то говорит «Вот я когда не знаю, как решить проблему, я просто отдаю судьбе, выведет куда надо. Я доверяюсь вот силам судьбы, силам, как там, всемогущей силы, всемогущего Вселенного и так далее. Всемогущей Вселенной, неправильно сказал. Но самое интересное, что это не случайность. Это не просто удача. Есть люди, которым удача вообще противопоказана, у которых удачи никогда не бывает. И все, что в их жизни вы видите, это создано ими. Это результат невидимых ими действий. Знаете, что посеешь, что и пожнешь, это сказано о том, что ты сеешь труд, работу, знания, пожинаешь обратно плоды, значит, это уважение, достаток и прочее. В частности, знак мой, под которым я родилась, это Водолей. У Водолея нет удачи в жизни. Вообще нет понятия удачи. Не существует. Все, что Водолей создает, это только его характер трудоголика, желание познать что-то новое. Отчасти он консерватор, с другой стороны он новатор, абсолютно новый. Он не боится делать то, что не посмеют многие. И это дает свой результат. А людям кажется, что повезло. Просто повезло. Везет. Нет везения. Вот есть знаки, у которых нет понятия везения. Скорпион такой же знак. У Скорпиона нет везения. Это не значит, что он неудачник. Это значит, что все, что он в жизни, все, чего он добился, это его упорный труд. Водолей боится бедности, потому что, как правило, все водолеи в детстве бедно жили. И он не желает возвращаться туда. Страх гонит его вперед и работать много. Не потому, что вот день и ночь он думает, нет, но у него нет желания, он не любит жить в нужде. Есть знаки, которые смиряются, спокойно живут. Водолей не любит этого. Скорпион боится бедности. Это я так просто привожу вам пример. Астрология – это не ведовство, это не магия. Это математический расчет. И абсолютно глупые те люди, которые называют это лженаукой. Просто очень много выскочек появилось, как и в магии. И поэтому астрологию стали рассматривать уже не всерьез. На самом деле это математический расчет судьбы человека. Это очень древняя наука, до которой мы, может, еще и не доросли. Вот поэтому я астрологию воспринимаю всерьез. Это общая картина характера человека. Дальше, конечно, зависит от воспитания, от самовоспитания. Вот большинство людей воспитали себя сами. Сами себя родили, сами себя воспитали. Именно поэтому они
отказываются порой от имени, которое дали при рождении родители, и берут то имя, которое им подходит. Они берут свое имя, они сами себя делают в этом мире заново, с нуля, себя воспитывают. И все, что у них есть, это заслуга их самих. И все это вместе взятое дает результат. Приведу вам пример великих женщин, Бона Сфорца. Да, она была из богатой семьи, имела возможность, дочь муза Рафаэля, так ее называли. Бона хорошая. Из семьи Сфорца, драконов или змей огнедышащих. Не любили, конечно. Но сильных личностей никто не любит. Сильные, неудобные. Не прогибаются. Вызывают зависть. И эта женщина проводила дни и ночи в библиотеках. У нее был целый штат придворных астрологов, ведьм, которые ей подсказывали, какие камни нужно носить, в каком цвете одежды принимать каких гостей и послов. И на самом деле это ей помогало. То же самое ее современница и подруга по переписке Хюррем, которая писала намного грамотнее и интереснее, и более глубокие у нее стихи, чем у Сулеймана, мужа ее, который писал по-детски как-то так более примитивно. А если ее стихи, ее обращение к нему, они более глубинные и грамотные. Эта женщина искала какие-то сакральные знания, она их находила. Клеопатра, которая собрала огромную библиотеку, которую сожгли римляне. Она слегла потом от этого стресса, чуть не умерла от переживаний. Эту огромную библиотеку она знала 12 языков. Читала практически половину этой библиотеки, и она прочитала. Вы не думайте, что люди, которые дошли до власти, смогли завоевать, у которых была хитрость, жестокость, порой, да, хладнокровие и так далее, что эти люди просто удачно попали в удачный такой момент. Это очень редко. То, что тебе очень легко дается, очень легко забирается. То, за что ты не платил, у тебя заберут очень быстро. И мы сейчас к этому придем с вами. Дело в том, что наша жизнь – это бесконечный бой, поле боя, битвы. И вот представляете, если вы выйдете на битву безоружным, что с вами будет? Сколько вы там продержитесь? Недолго. Знание – это ваш щит, меч, кольчуга. Это ваша защита, это ваше оружие, это ваш путеводитель. И люди, когда не имели возможность читать книги стоили очень дорого. Для каждой книги жертвовалось несколько тысяч животных, в частности, коров, телят. На телячьей коже писали книги, нацарапывались. Тогда говорили, нацарапан пергамент. И это удовольствие было не у многих. Это очень дорогое было удовольствие для богатых людей. Но у людей была возможность слушать древние былинные сказания, слушать у народных певцов, у людей, которые из поколения в поколение наизусть учили эти эпосы, эти легенды, рассказы и передавали. И люди собирались или зимними вечерами долгими. Женщины там пряли, вышивали, что-то делали. Девочки готовили заранее свое приданое еще с малых лет,
шили там себе матрасы, одеяла, подушки, разукрашивали их, учили вышивать. Это было нужно в хозяйстве, чтобы быть идеальной женой. И заодно какая-нибудь бабушка рассказывала какие-то интересные рассказы, сказки, былины. Вот в этих темных теремах, которые освещались одной лампой или свечой самодельной, там рождалась легенда. Там рождалось то, что передавалось из уст в уста тысячелетиями и доходило до нас. Там, в этих полутемных коридорах, люди начинали чувствовать потустороннее, ощущать. Там бегали домовые, там была атмосфера более спокойная, чистая, хотя и своя агрессивная среда тоже существовала в те века, в том числе. Не будем идеализировать прошлое. В прошлом были свои минусы и плюсы, как и сейчас. И сейчас есть огромное количество плюсов, но и огромное количество минусов. Душу мы теряем постепенно, духовность. Она просто меняется. И мы становимся более такие пластмассовые, ненастоящие. Я хочу вам дать эти знания и помочь, потому что эти знания, которые я собирала всю свою, казалось бы, недолгую жизнь, но очень насыщенную, я очень много читала. Помните Квазимоду, когда он сказал, что у него не было друзей среди людей, но у него были друзья Платон, Аристотель, что у него были друзья великие философы древности, врачи, историки, что его другом был Гомер и так далее. Это о чем он говорил? Что человек питал свой разум и душу. Он читал, изучал. Не может человек начитанный проиграть людям неначитанным. Неначитанное хамло, оно, конечно, берет глоткой, криками, ором, потому что трусливый, потому что неуверенный в себе. Но человек грамотный, он своими делами, действиями, деяниями, работами, он всем этим всегда будет впереди. И просто своим трудом докажет миру, что он лучше. Ни криком, ни визгами, ни писками, ни оскорблениями, ни матами, ни истериками, а именно работой. Но для того, чтобы твои дела в разных сферах были интересны, ты должен развивать свой интеллект. Много знать, изучать. И интеллект нужен во всем. Вот перед вами бабушка из Алтая, шаманка, ведьма и ее чертенята. Вот такой вот необычный алтарь. Так вот, это работа разных мастеров. Для этого тоже нужен интеллект, чтобы знать предание, чтобы почувствовать, чтобы сделать из них вот просто живых созданий, можно сказать, которые будут радовать глаз много лет. Иногда куклы переживают нас, и не иногда, а всегда переживают своих хозяев на многие века. Их реставрируют по новой, делают копии некоторых кукол, чтобы не потерялся образ и так далее. Но для этого нужен интеллект. Человек глупый, ограниченный, не сможет прочувствовать и вот такое сделать. Написать интересный сценарий нужен интеллект. Правильно снять, рассчитать ракурсы, чтобы актер вышел, то есть раскрылся полностью перед зрителем, нужен интеллект оператора. Так можно продолжать до бесконечности. Знания.
Все эти страшные организации, которые призывали и призывают к резне и прочее, это люди, в котором собраны низкоинтеллектуальные существа, необразованное быдло, которому дают оружие в руки, и он уже готов от своей зависти и злости разрушать и уничтожать то, что он не создал и никогда не создаст. Человек, который интеллектом ниже, всегда будет завидовать тому человеку, который выше. Прежде всего ищите знания, а потом эти знания вам дадут все, что вы хотите. От уважения, от богатства, от достатка, от любви людей, от удачи и прочее, прочее. Знания. Мой дед был садовником, помимо своих многих других профессий. Он возил из Северного Кавказа, заказывал из других стран особые сорта винограда, яблок, груш, нектарины. Там чего только у нас не было. У нас особый сорт был черешни, шампань. Огромные такие, вкусные очень. Это тоже он посадил для нас. Это у нас брали в селе, у нас забирали, сажали у себя. Но для того, чтобы такой сад разбить, нужно было иметь интеллект, понимать, как это делать, не испортить этот урожай. Понимаете, я к тому, что не обязательно, чтобы человек закончил академию. Интеллект порой с этим не связан. Со мной вместе учились те, которые до последнего курса думали, что Александр Македонский, что это непонятно. Меня спрашивают, а почему Македонский? Что за русская фамилия? Мне даже нечего сказать. И она, между прочим, получила учитель года. Закончила с красным дипломом. Зубрилка. Зубрила наизусть сутками, но в голове ничего не оставалось. Если вы хотите что-то, чтобы отложилось в голове, это поймите. Постарайтесь понять. Не наизусть учить, а понять, что это такое. А тогда это останется у вас. Тогда это станет вашим. Итак, начнем. Подарки, которые не следует дарить и не следует принимать. Если вы не человек силы. Почему так говорю? Потому что вот эти вот суеверия и прочее, они задевают человека силой, меньше всего. На таких людях это практически не работает. Но обычный человек, получая такие подарки или делая, рискует пострадать. Почему нельзя дарить нож, и обязательно нужно что-то дать взамен? Никогда не задумывались. Нужно купить нож, часы, зеркало. Сейчас перечислю дальше. Если вам это дали, подарили, символически вы должны что-то отдать. Тогда это уже не подарок, а покупка. Платок. Платок дарили это к слезам. Что-то случится, и ты будешь плакать. Нож. Перерезать твою удачу. Связь с удачей. Нож нельзя дарить. Говорят, к ссоре, к конфликтам, может и так тоже. Но в основном это перерезать удачу. Но, еще раз говорю, мне дарят очень часто атамы. На меня это никак не действует. Но если я кому-то передарила или отдаю, я обязательно беру там, не знаю, 5 рублей, 10. Лучше монетами расплачиваться. Тогда это уже покупка. Далее. Нельзя дарить часы. Это начало, то есть время для чего-то. Чаще всего те люди, которым вы дарите часы,
вы с этими людьми потом можете не встретиться долго. Или это к ссоре, или это к чему-то еще. Я, например, всем, кому дарила книги, обязательно мы с этими людьми либо ссорились, либо расставались. Первое время книги отправляла я лично, дарила. И люди, все, кому я подарила эти книги, мы с этими людьми плохо расстались. Многие мои зрители, которые давно на моем канале, эти истории знают. Поэтому с некоторых пор я начала просить Яну отправлять. От моего имени, но она отправляет. Это прекратилось. Дала почитать книгу. С этим человеком расстанемся. Почему так? Оно действует только у меня, может быть, не знаю. Но я могу вам объяснить, почему. Не любят силы, чтобы я лично дарила знания от себя, своими руками. Я должна подарить это виртуально. Вот так отдала, берите, узнавайте и пользуйтесь. Но лично нельзя. Так вот, нож не дарите. Нож не дарите, берите тоже. Если вам дарят просто так, ну, то есть подарили нож, отдайте человеку несколько монет. Если человек не берет, верните нож. Вот прям вот принципиально скажите. Ну, если вы знаете, я переживаю, вот я верю в эту примету. Ой, да ерунда. Чаще всего люди, которые колдуют на вас, они громче всех орут, что это ерунда, и не верь в это все. Они уже начитали что-то и отдают тебе в руки. Это практически подклад. И ты говоришь: спасибо, очень красиво, но подожди, я тебе отдам что-нибудь взамен, потому что нельзя нож дарить. И если человек ни в какую не хочет взять эти деньги, это не просто так. Отдайте обратно. Прям суньте в руки и скажите: нет, тогда забирай. Ну как, я специально для тебя не хочу. Или ты берешь, или ты забираешь назад, потому что я не хочу так брать нож. Это перерезать вам связь с удачей. Не берите нож просто так. Или деньги отдайте, или обратно. Своим детям не дарите пустой кошелек или пустую сумку. И не берите тоже пустой кошелек. Если вы дарите, обязательно положите туда хотя бы монету. Что-нибудь. Касаемо денег. Иначе этот кошелек будет забирать удачу этого человека, денежную. Кошельки не держите. Фотографии чьи-то. Ваши деньги будут уходить этому человеку. Даже если он близкий. Никакие чеки, ничего, кроме денег. И красиво раскладывайте деньги. Не комкайте. Если вы не хотите, чтобы денежная сила на вас обиделась. На деньги не нужно молиться и поклоняться, но уважать нужно эту силу. Тапки. То же самое. Подарили вам тапочки, отдайте что-то взамен. Деньги, подарок взамен. Тапки нехорошо. Тапки, они, ну, сами понимаете, да, в белых тапочках я не буду говорить. Это к болезни. Это если не обязательно там что-то случится плохое, но это к болезни. Это может привести к болезни человека. Полотенце. Просто так дарить нельзя. Полотенцем раскрывали дорогу в мир духов, к смерти. Это как дорога, символ дороги. Когда хоронят умершего, там такие длинные, можно сказать, полотенца или ленты, или простынь. Но это одно и то же. Рушник называется, я об этом говорила. Там, где про мир мертвых и традиции, обычаи похорон. Рушат связь с этим миром. Рушник разрывают и отдают в руки родственников и близких по кусочкам. Это означает, что человек разрушил свою связь с этим миром, ушел.
И вот полотенце практически тот самый рушник. Тоже не берите просто так. Придут там какие-то старшие женщины в семье, которые: ой, да не верь ты в это все. Да, они больше всего верят в это все. И они не просто так принесли это. Чем старше женщина, тем более она намеренно и продуманно дарит подарки подобные. Тоже могут привести к болезни, к бездетности, если это молодая семья. Потому что это дорога, которая отправляет вас в мир теней, в мир духов, к смерти сопровождает. Нельзя дарить зеркало. Зеркало забирает молодость. Зеркало забирает энергию жизни. Если вам дарили зеркало, это значит, что оболочка, то есть зеркало заберет вашу внутреннюю силу, оставит оболочку. Не просто так у людей, которым подарили зеркало, начинается депрессия потом. Уносите это зеркало. Если вы почувствовали, что после того, как вам подарили такой подарок, у вас началась депрессия, плохое самочувствие дома, начали ссориться и так далее, унесите это зеркало. Унесите из дома или закопайте, или оставьте под деревом. Уберите подальше. Вам не просто так подарили это зеркало. Там вселили некое демоническое существо, которое у вас, вот каждый раз, когда вы смотритесь в это красивое зеркало, оно забирает вашу молодость. Это тоже подклад, может быть. Может, человек по глупости это сделал. В любом случае, зеркало дарить нельзя. Вот просто так дарить знакомым, близким. Вот еще раз скажу. То, что мне дарят, вы не сравнивайте с этим. Мне дарят взамен на то, что я отдала. То есть я уже откупилась за эти знания, за помощь моих работ. Они отдают мне. Я уже откупилась, я уже купила это все, можно сказать. Я заслужила, забрала. А когда просто подарок, ни с того, ни с сего. Красивое зеркало. Зеркала вообще не берите подарок. Но всегда дарят такое зеркало, от которого очень тяжело отказываться. Вот точно так же, как откупаться от смерти такими деньгами, золотом, что если человек видит такое кольцо, знаете, огромную печатку или цепочку прям размером с палец, тяжело же отказываться. Был человек, который так подобрал, цепочку золотую и крест. И когда спросил, я сказала, что это надо либо в церковь отнести, либо вернуть туда, откуда взяли, либо кинуть в реку. А человек мне сказал: нет, мне одна женщина сказала, что можно ее почистить, носить. Я говорю, это от смерти откупились. Точно так же, как просто крест нельзя дарить. Это к страданиям. Я говорю, это откупились от смерти. Вы знаете, у него онкология началась за короткое время. Этого человека уже нету. Уже много лет прошло, наверное, лет 17 назад. Жадность. Вот на это и делается расчет. Ты не возьмешь, когда там 20 рублей или там 1000 рублей. А если там лежит 200-300 тысяч, вот так, прямо вот так вот лежит, рядом бриллиантовое кольцо огромное, возьмешь? Да. И заберешь болезнь, смерть человека заберешь. Человек откупился, все. Не бери. Можно сказать, а может случайно. Ну, кто будет случайно на перекрестке вот так веером класть деньги, а сверху золото? Оно же видно, что это не выпало из кармана. Положили. Ребенок, если подберет, возьмет на себя, нет. Ребенок нет. Но не надо специально ребенка водить туда, чтобы он забрал. Вот тогда возьмете вы опять себе. Потому что вы намеренно взяли. Вы понимаете, что это такое, но взяли. Ребенку ничего не сделается. В редких случаях, прям, чтобы дети пострадали, это редко бывает, если, например, был случай, когда папаша-алкаш с кладбища взял куклу, принес дочери подарок на Новый год. И там приходила девочка злая, которая
била ее, щипала и говорила: верни мою куклу. И эта девочка начала болеть. Когда ее отвели какой-то цыганке старой, та начала ругать отца, мол, алкаш несчастный, зачем ты взял куклу из могилы? И вот тогда жена там чуть не избила его, узнала где, вернули эту куклу, просили прощения, в общем, еле спасли эту девочку. Она умирала, прям высыхала на глазах. Вот такие вещи, да, если делать, то да, ребенок может пострадать. Далее. Иголки. Если вам ни с того ни с сего подарили красивую иглу, или вот человек вам незнакомый, мало знакомый, может и знакомый, вот приходит домой и говорит: ты знаешь, я сегодня что-то ехала, думаю, увидела иглы, себе купила и тебе купила. Пригодится, вон, бери. Странный подарок. А знаете, почему этими иглами прошивает свое горе тебе? Ну, там нашептала ей слова. Даже не нашептала, просто сказала: шей мое горе вот на них. И приносит тебе иглы, дарит. Колючие предметы вообще, колющие и режущие, не дарят. А тут подарила. Задумайтесь. Или не берите, или выкиньте, как только она ушла, и проведите себе чистку. В поселениях это знают хорошо. Не просто так не берут продукты у людей, с которыми были конфликты. Те люди приходят: Маруся, давай помиримся, я что-то так подумала, на тебе молоко, на тебе там я испекла, блины. Спасибо большое. А как только она ушла, уносит и выкидывает. Даже собакам, кошкам не дает. Знают, что помрут. В селениях народ более грамотный в этом деле, то есть в этом отношении еще сохранились умные люди. Расческу нельзя дарить. Забирают вашу жизненную силу, здоровье волос. Нельзя дарить расческу. И брать нельзя, если подарили. Опять же, человек, который, не очень как-то... Может, по незнанию человек подарил. Все равно. Отдайте деньги и расческой не пользуйтесь. Нельзя. Просто для красоты пусть лежит где-нибудь там. Далее. Девушки, которые выходят замуж после смерти мужа или любимого, чаще всего, если это жених. Жених умер, при разных обстоятельствах, погиб на войне, не знаю, что-то случилось, в общем, умер человек. Они должны были пожениться. И проходит время, молодая девушка выходит замуж. Раньше нужно было делать следующее, чтобы жених с миром мертвых не беспокоил, потому что он может унести и этого молодого с собой. Когда молодые люди друг другу дают зарок, клятву, любят друг друга, у них определенная связь образуется. Тем более, если они были вместе. Если у них еще и ребенок есть, например. Но жизнь, эта жизнь диктует свое, и через некоторое время она влюбляется, хочет создать семью, это нормально. Но почему у таких девушек счастья не получается? Они считают, что это потому, что у них любовь была великая, и поэтому не могут они его забыть, сравнивают, в общем, и так далее. И такое возможно, но это не самая основная причина. Причина в том, что на Руси, например, всегда выдавая замуж таких девушек, у которых жених ушел в мир иной, бывший, на свадьбе обязательно уделяли место ему. Возле подоконника, возле красного угла, возле молодых. И никто не подходил и не трогал. Ставили туда не горячительные напитки, а могли там медовую воду перемешать, сладости. Каравай ему оставляли. Могли свечи зажечь. Смотря как. И считалось, что он приходит, угощается, поздравляет молодых, дает свое благословение и отстает.
И после этого получается счастье. Если игнорировать этот факт, если не говорить об этом, тем более это неудобно, что гости подумают, что какой-то жених где-то был. Это очень большая глупость. В старину люди понимали такие вещи, и они понимали, что это существует, что это надо делать. И они относились к этому с пониманием, с уважением к миру мертвых. Помните все эти сказки? Они же не просто так. У них есть своя общая почва, взятая из сказка. Например, когда не пригласили ведьму, она пришла и прокляла ребенка. Или на свадьбу, если колдуна не приглашали, он мог прийти и очень много плохого сказать. Обижали человека, к которому все шли за помощью, а когда приходило время радоваться, его игнорировали. То же самое здесь. Ведь душа этого парня, который не прожил свою жизнь, который любил и не хотел уходить. Молодые, когда уходят, у них глаза не закрываются, как правило. Монету кладут. Это, во-первых, откуп паромщику, но в то же самое время закрывает глаза. Он еще тоскует по этой жизни, он оставляет, то есть взгляд оставляет в этом мире, не хочет уходить. И поэтому, естественно, что он так легко не воспримет тот факт, что любимая женщина, через которую он иногда приходил в этот мир, уже отдается другому мужчине, уходит в другой род, в другую семью. И надо было его задобрить. Ставили каравай, хлеб, сладости, сладкие напитки. Самое, то есть единственное, можно было ставить вино, но никак не водка и никак не пиво. Могли это все положить возле порога, могли возле жениха, могли возле... Ну, это зависело от традиции, обычаи той семьи или местности. Могли возле подоконника. Он приходил, угощался и праздновал, благословлял. После этого он отставал. А иначе счастье могло не получиться. Это запомните, молодые вдовы. Для молодых мужчин и говорите своим сыновьям, что если в лесу или возле рек, возле озер их начинают звать женские голоса, пусть они ни за что туда не идут. Или не идут одни, если хотят проверить. Нельзя им в одиночестве идти проверять. Это мавки. Некоторые считают, что мавки – это духи, которые охраняют природу. Да, такой тоже есть. Но, в принципе, мавки в традиции, в обычае древних славян – это утопленницы. Это те, которые повесились, девушки, в лесу или где-либо еще. Их душа навеки остается там. И поскольку они это сделали из-за несчастной любви, из-за мужчины, у них ненависть к мужчинам. Они будут влюблять в себя мужчин, они покажутся ему. Они стирают его память полностью. И после этого многие мужчины, которых находили в лесу, например, не помнили ни себя, ни семью, ни кто есть кто. Говорят, что это из-за стресса пережитого. Может быть, эта наука так объясняет. Но на самом деле это мавки. И она будет приходить за ним. Она будет приходить во снах. И ту любовь, которую она ему дала и показала, ни одна земная женщина повторить не сможет. И он будет по ней тосковать. И она будет забирать таким образом его сексуальную молодую энергию, пока он не высохнет, не заболеет и не умрет. Поэтому говорите всегда своим детям, особенно мальчикам, что если голоса женские, пусть вам скажут, вы все вместе пойдете увидите, что там никого нет.
И если ваш ребенок вернулся с похода, никакой, сам не свой, пусть у него память осталась, но он не понимает, что с ним происходит, плохо спит, не ест, тоскует, у него начинается какое-то состояние агрессии, не хочет с вами говорить. Знайте, что ваш ребенок встретился там с мавкой. Даже если он не помнит об этом, потому что память убирают воспоминания о том, что случилось, это происходило. И обязательно сходите к человеку, знающему, который уберет эту мавку, уберет, отсечет от вашего сына. Иначе ему счастья не видать, он долго жить не сможет после. После встречи с мавками чаще всего мужчины живут самое больше 3 года. Вот возвращаются они из леса. Никакие. Как себя уберечь? Не пейте в лесу, не кричите, не беспокойте духов леса. Уважительно себя ведите. Самое главное, когда заходите в лес, всегда попросите лесного духа, хозяина леса, лешего, как хотите, у разных культур по-разному, угощение ему принесите и попросите уберечь вас от зверя, от злых духов, от духов леса. И вот тогда вы спокойно зайдете в лес, соберете все, что вам нужно, выйдете из этого леса, не сорите в лесу, не злите духов леса. И все, и вы не встретите ни медведя, ни волка, ни мавку, вы не потеряетесь, вы не заблудитесь, вы спокойно зайдете и выйдете. Люди, которые живут возле леса, и люди, которые с поколения в поколение, лесные люди, питаются лесом, помогают лесу во всем, они живут этим лесом и охотятся и прочее, они знают эти все правила. Эти правила надо знать. Говорили, что когда идешь бить зверя, это называется бить зверя, то есть охотиться, не бей столько, сколько тебе не нужно. Излишнее не бери. И есть сезоны, когда нельзя. Нельзя убивать беременных, нельзя кормящую маму убивать. Нельзя убивать ребенка и мать. И много таких правил, которые могут привести к очень страшным последствиям. Например, бывалые охотники никогда не соглашались идти на медведя зимой в берлоге. Считалось подлостью. Вообще охота на медведя была проклятой. Чаще всего медведь либо скальп снимал, либо разрывал, либо собак рвал, либо от страха стреляли в медведя, попадали своего друга, брата, сына и так далее. И таких очень много было случаев, когда отец потом пошел и повесился, потому что жена не давала ему жизни. Каждый день проклинала и напоминала, что он убил своего сына, что из-за твоей охоты мой ребенок погиб, чтоб ты сам сдох. И вот каждый день это говорилось, пока он не пошел и не повесился. Понимаете? Поэтому люди, которые глупо и безалаберно относятся к этому всему, с выкриками: «Ой, да это ерунда, все, что вы в это верите, это все фигня», эти люди очень дорого потом платят. Это вначале у них языки вот такие, а потом у них начинают дети болеть. Они сами разоряются. У нас в селе было старинное кладбище. И один из председателей заставил тракториста выкопать там траншею. Ему вот прям срочно надо было. Люди говорили, там рядом церковь старинная, погост, нельзя было трогать. Он такой: коммунист, ничего не знаю, мне плевать, что вы мне будете указывать. Этот тракторист отказался. Он сам сел и поехал. И вот начали кости из земли выходить. Так вот, тот мужик, который помогал ему копать там это вот все, он умер, захлебнулся водой, поперхнулся, правильнее сказать. Ел просто воду, выпил за столом и умер. Не откачали. Вот он сам, этот председатель, тоже так умер. За столом просто сердце остановилось. У него все первенцы умерли. Его первенец умер.
И у детей все первенцы умерли. Я это знаю, потому что моя сестра двоюродная была его снохой. Она тоже похоронила старшего сына. И у второго сына старший ребенок умер. А у дочери старшего сына убили в Сочи, и ему было 20 лет. Вот все дети, то есть первенцы, расплатились за деда. И он сам тоже. И дом у них заброшенный, практически там никто и не ходит уже много лет. Человек должен соблюдать правила определенные. Если ему сказано, если он знает, если внутренний голос ему мешает, как-то подсказывает, что не стоит все-таки этого делать, надо прислушиваться. Вот к чему. Вот вы знаете это все, и вы сейчас задумайтесь, например, бывали ли случаи, когда ваш брат, отец, сын, не знаю, друг, муж вернулись из леса, с друзьями гуляли, после этого жизнь пошла очень страшная. Перестал с вами общаться, с вами спать не хотел, говорить не хотел, пить начал. Говорил, что скоро умрет, что у него что-то не то происходит. И действительно умер. Мавка. Это определенный дух утопленницы, там, в общем, самоубийцы женщины. Она, может быть, это сделала много тысяч лет назад, но она там живет. И она забирает мужчин, ненавидит их и забирает. Что-то вроде русалки, но она и в воде может встретиться. Но она обитает в лесу. Хотя русалки тоже обитали в лесу. Было несколько разновидностей русалок. Пушкин не просто сказал, русалка на ветке сидит. Все уже, представляете, забыла. Русалки считались разными, то есть русалки были разные. Некоторые обитали в воде, некоторые в лесу. Может быть, имелась в виду мавка. Далее. Женщина-берегиня семьи, мужа. Откройте мою лекцию «Жена – оберег мужа». Через женщину мужчина получает из Вселенной энергию. Ему самому невозможно получить, он не может получить. Он получает сначала от матери, потом получает от любовницы, от подруг, от партнеров женщин, от жены, от дочери, то есть через дочь и так далее. Через всех женщин, которые вокруг него. Вы знали, что первое время формируется эмбрион женский. А потом, есть определенные физиологические такие подробности, не буду приводить, а потом он становится мужчиной. Изначально формируется женщина, девочка. Потом Y-хромосома начинает усиленно внутри активизироваться и превращается в мальчика. Так что у них половина мужчины – это женская суть, от матери полученная. Вот этой пуповиной связаны, он получает питание от матери. Рождается, через мать он узнает мир. Мать воспитывает. Если вы ребенку покажете на потолок, скажете, что это пол, он так и будет думать. На красный скажете желтый, он так и будет всю жизнь думать. Мать формирует его мировоззрение. Поэтому получает, да, девочкам тоже, но на девочек другая функция, опять же, быть матерями, а мужчины нет. Мужчина воин, добытчик должен быть, по идее. Все остальное это мать. Так вот, женщина, которая с тобой рядом, берегиня, оберегает тебя. Если ты любишь свою женщину, если ты хорошо к ней относишься, все мужчины, которые почитали и любили своих жен, они были очень удачливые. И правители, и бизнесмены, и писатели. Они были счастливые люди. Мужчины, которые обижали своих жен, были несчастливы. Хоть 20 раз женились, все равно были несчастливы в браке. В карьере могли состояться, но у них постоянно были стрессы, враги, неудачи, катастрофы. Постоянно. И умирали они, как правило, рано и очень тяжело уходили. Почему? Женщина просит за мужчину, благословляет его. Не обязательно каждый день говорить: я тебя благословляю.
внутри радуется. Спасибо, мой хороший, мой дорогой, какой у меня хороший муж, какой мне столько всего помогает, делает, как же мне повезло. Эти слова – это благословение. И мужчина становится удачливым, у него все получается. Мужчина, который обижает свою жену, поднимает руку, унижает, игнорирует, пренебрегает ею, этот мужчина никогда ничего не достигнет. Потому что боль женщины и ее слова, как мне не повезло, какая я несчастная, как мне тяжело, как я не хочу жить, это проклятие, которые идут на мужчину. Потусторонний мир реагирует, вот как реагирует на, вот как на лакмусовую бумагу, как реагирует, например, электричество. Когда ты руку туда кладешь, она реагирует, раздражается, и ты это чувствуешь, она может тебя и убить. Вот потусторонний мир реагирует на эти все энергетические сбросы, как вы любите говорить, вибрации. Не люблю это слово, потому что не впопад везде суют. Ну, скажу, чтобы так легче было понять. На ваши вот энергетические вибрации она реагирует. Когда женщина счастлива, у нее другая энергия. И вот через эту энергию, вычитывая информацию, кто источник этого счастья? Мужчина. Ему идет это благословение. Что такое благословение, чтобы вы понимали? Человек может работать день и ночь. У него ни черта не получается. Человек может работать иногда, но он попадет в такой подходящий момент, его заметят, заберут, на сцену поставят, денег дадут, оденут. Давай, развивайся, иди, и мы заработаем, и ты станешь известным. Благословленный человек, когда родители благословляют, когда в семье благословение. Это определенная энергия, которую ты начинаешь излучать. И к тебе приходят люди, подходящие этой энергии, удачливые люди, люди, готовые тебе помочь, спонсировать твои проекты. Ты встречаешь подходящих людей в нужное время. Когда у тебя нет благословения, ты можешь работать сколько угодно, от тебя не исходит эта энергия. А если исходит, энергия отрицательная, липнут к тебе неудачники, подлецы, предатели, воровитые существа и так далее. Понимаете, о чем речь? Вот благословение очень важно, поэтому не обижайте женщину. Женщина, которая любит, она со дна океана тебя достанет своими просьбами, мольбами во Вселенную, к Богу, как хотите. У каждого своя дорога. А женщина, которую вы обижаете, эта женщина может просто превратиться в яд. Она может отравить тебе жизнь. И не обязательно, чтобы она каждый день тебя проклинала или что-то сказала. Она будет молчать и терпеть. Но она хочет от тебя быстрее избавиться. Потому что ей больно. Это источник боли. Собака вцепилась тебе в ногу. Вот вонзила туда зубы. У тебя нога кровоточит. Ты о чем-то другом можешь думать? Пойти там накрасить волосы. Пойти, то есть покрасить волосы, одеть что-то, помаду намазать. У тебя есть такие мысли, когда собака вцепилась и больно грызет тебе ноги, уже до костей добирается? У тебя мысли какие-то другие могут быть, кроме того, что эту собаку надо отцепить любыми способами. Вот то же самое, когда мужчина причиняет боль, какая может быть мысль у женщины? Пойти одеться, пойти быть красивой, милой, спокойной, книгу почитать? Нет. Отцепить эту собаку, источник боли закончить. И она молит и просит о помощи Вселенную. Помогите мне так больно, я хочу, чтобы это закончилось. Дайте мне избавление от этого человека. И что происходит? Он умирает. Или что-то случается, или его сажают. Или еще что-нибудь. И потом все говорят, вот сучка прям ждала, чтобы он погиб, или посадили, и выскочила замуж. Да она его закрыла в своем сердце давно. Она уже поставила ему крест, понимаете? Она уже для нее он уже мертвый, его не существует. Она ждала момента, когда освободится и начнет новую жизнь. Вот и все. А не потому, что она такая. Но бывает и вертихвостки. Но в основном женщина почему сразу уходит, когда там посадили или что? Не потому, что она тварь такая, а потому, что она ждала этот момент, когда же обстоятельства так сложатся, что ее спасут от этой собаки, которая вцепилась
в ногу. Источник боли она закрыла и пошла дальше жить. Так не будьте скотами, чтобы ваша жена в трудную минуту вашей жизни была рядом и пришла и помогла. Потому что много женщин, которые вытащили из ада, которые, можно сказать, заново родили его, помогли ходить, есть, задницу мыли, когда он не мог встать. При этом они работали, детей водили в школу, одевали, обували, обо всем думали, все оплачивали. И когда он встал на ноги, он нашел любовницу, начал ее бить и унижать. И как только у него что-то случилось, вот там его посадили, или он уехал куда-то, и потом его просроченные документы оттуда не пускают, или что-то еще, она уходит сразу. И все, вот как не стыдно, она вот столько сделала, и вот последний момент. А потому что есть капля, последняя, которая капает, и все, и выливается из стакана все, что есть. Это и есть последняя капля терпения. Есть такой термин «доведенная женщина» называется. Когда женщина уже на все готова, она уже все, ей уже плевать, она не остановится. Вот не надо последнюю каплю капать. Так вот, не обижайте свою берегиню. Если вы хотите быть удачливые мужчины, не обижайте. Она может гладить твои вещи или стирать. И эта ненависть, которую она испытывает к тебе, она будет передаваться на твои вещи. На еду, которую ты ешь, оно станет просто ядом для тебя. Да, ты не умрешь от того, что ты упала и отключился. Нет. Но ты будешь медленно умирать. У тебя не будет удачи. Заметьте, мужчины, которые обижают свою жену, у них то аварии, то они упали, то они что-то еще случилось, то их чуть не посадили, то они что-то кого-то не сбили, то их кто-то не сбил. Все время у них вся жизнь в проблемах. Почему? Женщина – это мост между нашим миром и миром потусторонним, между мужем и силами вселенскими. Обижая берегиню, вы рискуете, чтобы ваша жизнь превратилась в ад. Дальше. Вы когда-нибудь задумывались, почему жених берет ее на руки и перешагивает через порог? Почему закрывает лицо невесте? Почему ей косы, значит, расплетают? Почему ее расчесывают? Почему ее одевают, обувают и так далее родственники мужа? Почему откупаются за нее? Что за откуп? И к чему это все? Надо ли это все соблюдать? Во-первых, она умирает для своего рода. И то, что ей на голову надевает, это саван. Раньше носили красный саван, потом белый. Было время, когда их в черном выдавали у некоторых культур. Закрывает лицо, потому что покойному нельзя смотреть в лицо. И пока она не зайдет в дом мужа, она мертвая для своего рода. Ее смотреть, видеть нельзя. Далее. Берет на руки, потому что она только родилась, и она маленькая и перешагивает через порог в руках невеста. Это не знак уважения. Это знак добычи. Ее забрали. Как добычу, как трофей. У некоторых культур просто откупаются. В некоторых культурах расплетают косы. Волосы – это твоя антенна, связь со Вселенной. Это твоя защита отчасти. Старые женщины расчесывают ей волосы, собирают эти волосы, которые расчесали с расчески. Либо сжигают, либо забирают, либо обменивают. Жених деньги отдает, волосы забирает. Связь с твоим родом прерывается. Тебя купили и забрали как служанку для другого рода. Отключают твою защиту и связь с твоим родом и подключают связь к другому роду, для которого ты чужая, но ты прислуга.
И твоя воля полностью куплена у твоего рода. Отданные деньги, это тебя покупают у твоего рода. Забирают. Не соблюдайте эту традицию. Она сделана была для тех людей, которые забирали себе рабыню, бесправое существо. Они отключают твою волю, закрывают, надевают сверху эту фату. Хотите носить фату, носите. Сами одевайтесь. Коронуйте себя сами. Не подпускайте к своим волосам никого во время свадьбы. Не позволяйте себя расчесать. Не позволяйте купить себя. Не позволяйте платить откуп. Не давайте возможность этим детям получать эти деньги, которые все радуются. Вот, невесту покупают, любят нашу сестру. Мы ее... Эти традиции, которые очень красиво выглядят, в итоге всегда приведут к краху семейной жизни. Даже если люди не разведутся, они будут несчастливы, потому что ее волю закрыли, ее купили у рода, род ее отказался от нее, а другой род не принял. Я вам хочу сказать по секрету, что женщин, у которых не было свадьбы, вот этой традиционной, гораздо счастливее, как ни странно. Почему шикарные свадьбы и много народу приглашенные заканчиваются, как правило, с разводом, разрывом, там, скандалом, смертоубийством? Потому что они соблюдали все эти традиции, как ни странно. А вот женщина, которая сожительствует, то, что ругают все время, женщина, которая, ну, пошли, они вдвоем расписались и пришли домой. Они не праздновали, они все эти этапы порабощения чужим родом не прошли, поэтому у нее со своим родом сильная связь. Ее не купили, не продали, не надели колпак на голову, не закрыли ее видение, не перенесли через порог. Она не умерла для своего рода и не возродилась в другом, у другого рода, но купленная как рабыня. Она не пришла к ним домой, ее купили. Понимаете, даже если он там дал 10 рублей, неважно, символически, в тонком плане, в потустороннем мире ее продали как животное, как лошадь, как свинью, как курицу, корову, не знаю, как раба продали. Именно поэтому, приходя через такие традиции, обычаи, она приходит в эту семью, и род этой семьи не принимает. И отношения не очень. И несчастлива она там. И дети рождаются не всегда здоровые. И муж начинает смотреть в сторону. Потому что в потустороннем мире, в тонком плане уже говорю, ее купили как животное. А вот если бы она пришла добровольно в этот род мужа, как новый член этого рода, продолжитель этого рода, то духи рода ее бы полюбили и помогали, и защищали, и не давали бы своему их сыну смотреть в сторону. А поскольку символически вы своему роду показали, что я купил ее, она продалась, то есть она дала право над собой полностью. Приходит сюда, она здесь не рассматривается как сноха или часть этого рода. Она рассматривается как раб-сила. А дети, рожденные от раба, нелюбимые. А раб не может быть наследником этого рода. И поэтому род начинает направлять мужчину туда-сюда, чтобы он искал себе партнера. А рабыня пусть пашет там, пусть работает. Для того ее и купили. Понимаете? Не соблюдайте эти традиции. Они ломают жизнь. И они были созданы специально определенными кланами, когда они брали у бедной семьи сноху. Вам кажется, что это приятно, красиво. Я чем хуже других. Вот все так делают, выкупают невесту и так далее. И я хочу. А вы скажете, а я не хочу вот такими традициями. Вот не хочу следовать этим традициям, я хочу другие.
Или, по крайней мере, вот этот выкуп не делайте. Я не хочу. Не переносите меня через порог. Не расчесывайте мне волосы. Я сама надену на себе и фату, и корону. Я сама буду это делать. Не подпускайте к своей энергии. Вас покупают, порабощают, а вы думаете, что это уважение к вам. А вы думаете, что вас любят и хотят. Может, они люди и сами не понимают, что это такое. Ну, вот все так делали, мы делаем. Что здесь? Да ну, да не верь ты, это все ерунда. Ну, что ты вот всерьез воспринимаешь. А время вам доказывает, что наши бабушки, прабабушки были не дураки. Многие отказывались от таких традиций. Это не значит, что все соблюдали. Многие отказывались, знали смысл, смысловую нагрузку этого всего. И не хотели этого для своих детей. Кормите порог. Не забывайте кормить порог, если вы не хотите рано или поздно прийти к краху, к денежному недостатку, к болезни дома, ко всяким другим проблемам. Об этом уже было сказано. Порог – это... Вот у меня есть к порогу несколько ритуалов. Порог – это граница между мирами потусторонними, Нави и Яви. Наш мир живых людей и мир мертвых или духов, богов и так далее. Через порог передавать ничего нельзя, именно по той причине, что вы передаете мертвецу, который возле порога всегда был. В древние времена у некоторых более свирепых племен хоронили первенца возле порога как защиту рода. Либо кто добровольно уходил из жизни, становясь защитником рода. А потом пошла традиция, просто хоронили старшего семьи возле порога. Он защищал дом. С того времени эта зона, это вот проходящая между домом и вне дома, считалась границей между мирами. И тот мертвец, который поселялся, даже если у вас никто не похоронен, скорее всего, возле порогов, даже в этом случае приходила мертвая сила и охраняла порог. И когда вы что-то через порог передаете, деньги передали, деньги у вас перестанут водиться. И у того, кто принял, и у того, кто отдал. Положите туда монеты. Кормите его энергией денег. Кладите сладости за порог дома иногда. Ненадолго, потом можете убрать. Под ковриком деньги всегда должны быть мелочь. Это обязательное условие, если вы хотите, чтобы в вашем доме всегда были деньги. Иначе он будет забирать у вас эту энергию, если вы не дадите ему. Время от времени обновляйте. Те деньги можете унести, положить где-то возле дерева, новые положить, или сверху класть новые. Потому что если к духу порога относиться с уважением, то в вашем доме будет спокойствие, и не будет пускать он чужаков, не только людей, но и темные силы. Вы когда-нибудь задумывались, почему секли розгами или ремнем ребенка? Вы думаете, это просто наказание? А так делали наши деды, отцы, не знаю, там просто наказывать нет. Есть иное объяснение, и оно более настоящее. Называется подменыш. Считается, что если мать относится безалаберно к своему ребенку, если первые дни его жизни она часто не встает, пока ребенок плачет, что если она либо не кормит грудью намеренно, либо не уделяет внимания, потому что первые дни ребенка очень важны, то нечисть может забрать ребенка, а взамен положить своего. Но сделать это таким образом, чтобы подмену никто не заметил, что ребенок нечисти будет такой же, похожий, или сделается похожим на этого ребенка. И тогда ребенок начинает плакать, кричать,
не берет грудь, начинает постоянно поносить, болеть и так далее. И нужно было ребенка бить розгами, чтобы он уже наорался, наплакался, и после этого это все проходило. Кто-то скажет, жестокая традиция. Согласна, может быть, но оттуда пришли розги и ремень. Избивали подменыша, того, кого подменили. Он очень сильно боялся этих розг. И если он получал, он убегал, оставлял ребенка в покое. И как только ребенок затихал, перестал плакать, после этого его забирали обратно в избу, и заканчивались эти бесконечные проблемы. Далее. Баба-Яга. Костяная нога. Почему так? Богиня Яга. Ее называли то ли дочерью, то ли женой Чернобога или Кощея. Она была наполовину в мире мертвых, наполовину в мире людей. Поэтому одна часть ее была скелет, другая часть женщина. Но она очень часто приходила к людям, чтобы помочь им, в образе старухи. Поэтому ее начали называть бабушка, баба. Баба-Яга. Ее изба стояла в лесу, далеко от деревни. Кроме всего прочего, она покровительствовала всем похоронным обрядам и традициям. На севере были очень суровые времена, и сейчас есть. И не могли люди хоронить мертвых, которые умирали зимой. Это было невозможно, особенно если был мор, особенно если была чума, и мертвых было очень много. Поэтому они их оставляли в лесных избах. Их по-разному называли. Боженцы называли эти избы. Без окон, без дверей. Но, чтобы лесные звери не зашли, не растерзали тела, эти избы были на больших таких бревнах стояли, чтобы нелегко было туда добраться. А поскольку покровительствовала баба-Яга, Яга, богиня, вот этим всем обрядам, традициям, охраняла мертвых, пока те не перейдут в мир Нави, эти избы назывались избами Яги или Яги, Ягини. И вот стояли они на таких столбах. Вот отсюда изба на курьих ножках, в которых живет Баба-Яга. Вот запомните, почему это так произошло. Запекание детей, съедание. Вот ведьма Яга кидала детей в печь. Это определенная традиция. Допекать детей называлось. Дети, которые вечно болели, считалось, что они плохо формировались в утробе матери, иммунитет плохой. Нужно было его доделать, допекать. Печь, которая не горела, естественно, была теплая, уже остывшая печь. Ребенка аккуратно клали на какую-то там пеленку, на одеяльце, клали в эту печь и шептали определенные заговоры. После чего вытаскивали, называлось допекли, допекают ребенка, доделывают, усиливают иммунитет. И ребенок переставал болеть. Отсюда и вот эта вот легенда, что она злая, съедает детей, в печке их, значит, жарит. Еще хочу предупредить любителей приворота. Вам могут втирать все, что угодно, что это небезопасно, что в этом ничего такого нет. Это их хлеб. Если вам встретился аферист, и вы отдали деньги свои на приворот и ничего не получили, радуйтесь. Вам повезло.
Потому что если человек действительно умеет и делает, да даже если не особо умеет, но в любом случае взаимодействует с некоторыми силами, а силы всегда радостно приходят туда, где можно кого-нибудь пожрать. Так вот, любой приворот – это вызов тени. Привязали через кровь, или через волосы, или через дым, или через свечу, или через кладбище. Вызвали тень и поселили в этого человека. И эта тень стремится к вам. Не он, тень, которая внутри него, сущность. И вот он всех бросил и пришел жить с тобой. Страсть, любовь. Пока ты счастлива. А потом начинается кошмар. Детей родить не получается или получаются только больные дети. Он своей ревностью сходит с ума. Он тебя ненавидит, но спать с другой женщиной не может. Он приходит не к тебе, а к той энергии, которой ты приучила эту тень. Вот как ты заманиваешь собаку на кусок мяса с кровью. Так ты заманиваешь на свою энергию эту тень. Тень начинает вытаскивать твою силу жизненную. Он начинает ходить за тобой по пятам. Он начинает бить, вы начинаете спиваться. Или он пьет. От него все отворачиваются. Он становится психбольной. Он теряет работу, карьеру, себя, красоту. Все. Превращается в лысого мужика, полусумасшедшего, который от тебя не уходит. Пока он превращается в такого, твоя любовь начинает угасать. Не только из-за того, что он так себя ведет, а потому что как только вы делаете приворот, вы перестаете любить человека. А он перестает, а он вообще не любит вас, он просто хочет вас. Как зверь хочет кусок мяса. Вначале, может, вам это нравится, это безумие, а потом вы понимаете, что вы объект для сексуального удовлетворения более ничего. Вы тело для этой тени, которая забирает вашу жизненную силу. Там нет любви, там нет привязанности, нет духовности, там похоть. И чем дальше, тем безумнее становится эта похоть. Потому что это тень, которая забирает через похоть, через сны, через безудержную эту безумную страсть, забирает вашу жизненную силу. Никогда не тяните никого насильно к себе. Перетерпите этот момент. Вы пожалеете миллион раз, что это сделали. Более того, то, что вы привораживаете, может лечь проклятием на весь женский род ваш. И ваши дети, внуки, правнуки, правнучки не смогут создать семью из-за вашего приворота. Далее. Как вы думаете, почему в полдень люди засыпают? Детей укладывают спать в полдень. Обед, почему есть выражение обед, полдень, 12, там, час? Потому что была некая сущность и есть. И она присутствует во всех традициях, обычаях народов мира. Просто по-разному называется. На Руси ее называли полудница. Она не любила, когда люди выходили на работу или трудились в это время, в ее час. Это время обновления земли. Нельзя трогать землю. Полудница, солнечный удар по-другому.
Чаще всего люди умирают именно в полдень, летом, на пляже или еще где-нибудь. Она не любит неуважительное отношение к себе. Не пускайте детей никуда в полдень. До полдня или после. Если у вас в глазах потемнело, вам стало плохо, и вы успели уйти в тень, это значит, она вас пощадила, но второй раз может не пощадить. Она оставляет свой след на вашем теле. Это ожоги, в дальнейшем это головные боли, кошмары. Полудница – это настоящий дух. И они существуют. Хотите вы в это верить или нет, истину не меняет. Будьте осторожны. Летом в полдень ничего не делайте. С 12 до 2 она дает отдых земле, а потом уходит. К сведению молодых вдов. Если ваша знакомая, молодая вдова, ни с того ни с сего, после своих переживаний, после скорби, начала одеваться, краситься, начала смеяться, радоваться. С одной стороны, вам может показаться, что она смирилась, поняла, что жизнь продолжается, и это хорошо. Но с другой стороны, это есть не очень хорошая примета. Вы спросите, не приходит ли ее муж по ночам к ней. Это не совсем, точнее, это совсем не его душа. Это совсем не он. В древние времена, да и вообще стародавние времена, или не очень давно, когда закончилась Великая Отечественная война, почтальоны часто, когда раздавали письма, похоронки в основном, они проходили мимо этих домов и знали, где они недавно принесли похоронку. И если вдруг видели над крышей свет или смех, песни, разговор, они приходили, стучались. Как правило, открывала вдова накрытый стол, она ничего не говорила. Она говорила, что просто сидит там, подружек ждет. Но это был первый сигнал. Таких женщин забирали к бабушкам, отчитывали, отговаривали. Почему? Потому что нечисть приходила в обличье мужа, чтобы забрать ее сексуальную энергию. Вы должны понять, что энергия любви, энергия секса – это очень сильная энергия во Вселенной. И многие духи потустороннего мира стремятся эту энергию забрать. Человек, который живет без любви, он очень многое создает в этой жизни, потому что он расчетливый, но он несчастный. Но, несчастный имеется в виду в личной жизни, конечно, в карьере может быть и очень счастливый. Энергия любви и секса – это очень сильная энергия, этим питаются определенные духи. Это для них запас на очень долгое время. И для того, чтобы это случилось, чтобы женщина в основном излучала эту энергию, надо ее довести до этого. Надо привлечь. Надо прийти к ней во снах, в эротических, либо прийти в образе любимого человека, либо в образе погибшего мужа. Как правило, они говорят: не говори никому, я буду к тебе приходить. Я потом раскрою тебе, почему нельзя обо мне говорить. Когда такое случается, это случается, сейчас кто-нибудь скажет: да сказки это все. Может, в давние времена это было, сейчас это случится может и сегодня. Сегодня у нас не меньше молодых вдов, которые скорбят, плачут и убиваются по своим мужьям. И в какой-то момент им кажется, что он пришел. Они начинают думать, что это сон, что это какое-то морочное состояние. Они начинают думать, что это, может, им только кажется и так далее. Но это не совсем так. Он приходит к вам, он с вами спит,
как с женой. Вы все это чувствуете на физическом плане. Если кто-нибудь со стороны за этим будет наблюдать, то будет очень удручающая и странная картина, когда женщина обнимает воздух и целует. Но это не все видят, а ты видишь его. У тебя в голове такая сильная иллюзия и морок, что ты ощущаешь физически его. Но что происходит? Начинает стареть эта женщина. Начинает болеть. Сидят волосы, сил нету. Она подсаживается на это, как на определенные вещества, на которые подсаживаются. Она ждет ночи, она ждет уединения, она быстрее делает дела, чтобы к ночи его увидеть. И за очень короткое время стареет и умирает. Поэтому если у вас в окружении такое происходит, или если с вами это происходит, это не ваш муж. Не бойтесь его терять, эту иллюзию. Это очень страшная сущность. Она может вас убить, она может задушить, она может ударить сильно, и вы не проснетесь, вы умрете. Она может привести к катастрофе, она может привести к онкологии. Оно. Что надо делать для этого? Хотите его увидеть реально? Киньте расческу, когда он придет, на пол. Гребень, расческу. И вы увидите, что у него вместо ног копыта. Но прежде чем такое делать, у знающих женщин, узнайте, как и что это надо. Каким образом. Папоротник, чертополох, определенные заговоры. Молитвы не особо помогают. Заговоры забирают вашу энергию. От вас ничего не останется, если вы не остановитесь. Остановитесь. У нас в селе, где я родилась, такой случай был. Муж погиб на фронте. Она каждый вечер смеялась, пела, что-то там, кому-то что-то накрывала. И когда спрашивали, она говорила, что просто у нее, видимо, на почве боли что-то случилось, ей так легче. Она представляет, что он живой, и ей хочется жить. Пока ее просто буквально насильно не вытащили из дома, не отвезли, не отчитали. И это постепенно исчезло. Она умирала просто. Она начала еле ходить, не ела практически, не выходила из дома, превратилась в старуху. Далее, для искателей знаний. Для искателей знаний, которые им не даны, никогда не будут даны. Люди, которые идут во всякие школы магии и прочее. Хочу вас предупредить. Темные духи очень любят питаться вами. Особенно, если вы молоды. Это не знания, которые вам дарят для того, чтобы вы правильно жили и меняли свою жизнь. Нет. Вас уверяют, что вы станете ведьмами, колдунами, что у вас появится сила, власть над людьми. Итог будет следующий, очень плачевный. Эти силы через своих представителей, тех людей, которые, может, поневоле это делают, для них это коммерция, а для сил это находка, можно сказать. Они дают вам иллюзию, морочат вас, иллюзию знаний. И все, что вам кажется вашими знаниями, и если вам кажется, что у вас появилась власть над людьми, и вы любой какой-то, скажем, случай приписываете себе, вы окажетесь посреди болота гиблого, символически. И ваши знания, сила и власть – это всего лишь иллюзия, морок. Вы сойдете с ума. То, что вам кажется знаниями, превратится в ничто. Ваш разум заберут.
Вы будете думать, что вы говорите правильные вещи, и люди почему вас не понимают. А на самом деле вы безумцем станете. Вот поэтому очень многие лезут в магию, оказываются в дурке, а потом говорят, вот кто магией занимается, они с ума сходят, это опасно. Нет, дело не в том, что кто занимается магией, кто полез туда, куда не надо было лезть. Поэтому мы потом слышим, что некая экстрасенс сказала, что остановила какой-то метеорит, который двигался к Земле. Они начинают выглядеть смешно, над ними уже все потешаются, а им кажется в их безумном мозгу, что все их боятся, что у них власть, что у них... Вы не встречали разве таких? Я царица вселенной, меня короновали. А другая сказала, я из Марса спустилась, меня короновали, я королева Марса, мне там есть свои слуги. Они становятся безумными, они сходят с ума. Сначала людей над этим смеются, думают, занимаются ерундой, как вы говорите, ради хайпа, ради просмотра. Потом начинают замечать, что человек реально сходит с ума и сошел. Поэтому как только вы через этот порог переходите, как только ты, обыкновенная баба, которая кроме своих кастрюль не видела ничего, идешь обучаться стать ведьмой, ты становишься добычей темных сил. Ведьмой. Не узнавать, как просить, не приходить и ни заговорами не добивать своего, не искать знаний, чтобы правильно жить, а ведьмой. Тебя убедили, что ты ведьмой можешь стать. В тебе сила, раскройся, просыпайтесь, проснитесь. Каждым должна проснуться ведьма, а не зарабатывать на этом. А вы проиграете свою жизнь. Вы проснетесь в какой-то момент и поймете, что вы безумны, что вы все потеряли, что у вас страхи, что ваша психика не выдерживает, потому что раскрылась вот этот портал, двери открылись, откуда приходят эти духи. И ты не ведьма, чтобы с ними справиться. Ты не знаешь, куда себя деть. Ты идешь к своему учителю и говоришь, помогите, что делать, это нормально, так должно быть, пока ты не сойдешь с ума. Иногда силы таких людей останавливают смертью, тюрьмой, чтобы они дальше не забирали души и чтобы дальше женщины не сходили с ума. Даже такое вот доходит до такого пика. Никакие школы, никакие ведовские курсы не сделают из вас ведьм. Ведьмами рождаются через боль, через ад, через сломки. Через все это они приходят, становятся теми, кем являются, и они справляются со всем этим, что происходит. Хотя для них это очень тяжкий крест. Но им дано. Они знают, как вести себя, когда определенная сила проходит. Они знают, что делать, что нашептать и говорить, когда звуки, голоса. Вы знаете, сколько раз ночью я просыпаюсь от того, что рядом кто-то что-то сказал, крикнул? Часто. И это не сон. Реальный звук, от которого кошка убегает подальше. Это значит, мне не показалось и не было во сне. Различные звуки. Там кто-то что-то спросил громко, что-то сказал. Завыл волк. Возле меня завыл волк. Я знаю, к чему это. Это все происходит потом. Я понимаю, почему мне это показали. Но вы готовы выдержать такое? Вы с этим готовы жить? И если я каждый день буду вам рассказывать, что и как я вижу, вы просто решите, что я фантазирую. Да ведь не может же так быть. Поэтому я не могу рассказывать людям, которым не дано это понять. Я могу намекнуть, объяснить примерно. Но рассказывать, можно, да, как-то рассказать, но каждый раз рассказывать, вы не воспримете это всерьез. Потому что вы не понимаете, не представляете, что это возможно. Не может, как так может? Кто-то к вам подходил, прям вот человек, да. Прям человек наклонился и сказал, скоро все пройдет. Это самый такой тяжелый момент в моей жизни.
Он просто так подошел, человек, я открыла глаза, лежу парализован, не могу ничего, не шевелиться, ничего. Человек, молодой парень, он подошел ко мне. Я еще подумала, вор зашел. Думаю, ну если это вор, как я не могу встать-то? Крикнуть не могу. Этот вор же не гипнотизер. И он так спокойно подошел. Плащ, черный плащ. Длинный черный плащ. Как-нибудь потом найду еще фотографию, вам снова покажу, где за моей спиной прям стоит кто-то. Мужчина. Сначала начали говорить, а у вас парень появился. Я говорю, какую ерунду несут? Я посмотрел на перекрестке, я сфотографировал, попросила. И сзади стоит мужчина. Ну это ладно. Прям не то, что там надо фантазировать, это мужик или что. Нет, прям стоит мужчина. И вот он подходит ко мне, спокойно, непринужденно, так медленным шагом подошел, наклонился, прям лицо в лицо и сказал, скоро все пройдет. И прошло. Знаете, чем закончилось? Смертью тех людей, кто меня преследовал. Они разбились. Все прошло. Готовы выдержать такое? Сможете потом спокойно спать? Мне иногда бывает, вот я прям очень сильно хочу спать, устала, разбитая, не могу. И вот начинается вот это какие-то звуки. Вообще они мне не мешают отдыхать. Если бы они все время присутствовали, конечно, человек сможет сойти с ума. Я научилась закрывать и ширму ставить. Это нужно. Это не знающим людям. Ой, так интересно. А вот как вот? Ой, а можно я тоже хочу вот видеть? Ага. Видеть. Вы не знаете, как они выглядят, чтобы видеть. Иногда вы можете увидеть женщину с 4 глазами. Хочешь видеть? Ага. Посмотри. Ну, иногда так хочется спать, что вот эти вот звуки как специально начинают будить. Я говорю, как вы меня задолбали, дайте мне спать. Я отворачиваюсь и сплю. Но иногда может быть такой громкий выкрик, что я, ну, вот эту вот хренюшку, которая там закрывает глаза, потому что им только могу спать, мой невидящий глаз, отсутствующий, он видит. Я об этом уже говорила. Он видит образы, ходят кто-то. Я не могу, пока я не закрою лицо, я не могу спать. И так бывает, что ты просыпаешься в холодном поту. Вот так. Задыхаешься. Это сняла, лежу. Не могу закрыть глаза. Внутри я не поняла, что это было-то. Чего вы хотите от меня? Потом уходит. Я понимаю, они пришли, потому что я что-то должна была снять, но не сняла. Они пришли меня предупредить, что больше так не делай. Мы ждали, и надо снимать. Нам энергия нужна. Вот я к тому, друзья мои, что все, что вам внушают, что вы все можете быть ведьмами, колдунами, это очень большой морок. И вы закончите в сумасшедшем доме. Вам сделают вид, что что-то дают, эти силы, заберут ваш разум и жизненную силу. Они им очень необходимы. А могут забрать они только в том случае, когда вы нарушили определенные правила, законы мироздания. Пока вы туда не лезете, у них нет власти над вами. Полезли туда, все. Как я и говорю, пока ты не трогаешь религию, не обижаешь ее, не ломаешь там какие-то атрибуты религии, ну, в общем, не трогаешь, у нее нету власти над тобой, она тебе ничего не сделает. Но как только ты это сделаешь, как только ты какой-нибудь артефакт религиозный, какой-нибудь атрибут разобьешь, сожжешь намеренно, это не потому, что Боженька вас наказал, это потому, что вы развязали руки. Есть закон. Не переступил, не нарушил, она тебе ничего не сможет сделать. Как только ты переступил и нарушил, все, ты добыча. Иди теперь защищай себя. А это очень сильная сила, не надо недооценивать. Когда некоторые, знаете, ой, да ну, миллиарды поклонников, это у них, их энергия идет туда. Их сила, деньги. Это эгрегор, это силовое поле. Пусть она искусственно создана, пусть на крови, на насилии, но оно создано, оно есть.
И ты с ними идешь на войну? Воевать хочешь? Давай воюй. Чем заканчивается, все знаем. Это не страх, это разум. Разумно себя веди. Нет у них власти над тобой, пока ты их не трогаешь. Спит медведь. Не трогай его, не дергай тигра за усы, чтобы он тебе голову не откусил, а потом, вот тигр плохой, на меня напал. Не трогай его. Это опасные силовые поля. Если ты не поклоняешься, если ты не живешь по их правилам, то не заходи, не переступайте порог. Далее. Вы когда-нибудь видели ров вокруг своих деревень? Как думаете, для чего это? Для воды или для обороны? Для чего-то еще? В древние времена такой обряд, кстати, совершала моя прабабушка с женщинами села. Если начиналась чума или мор, косила людей, скотину, ночью женщины выходили, собирались вместе, мужчины не должны были мешать, не должны были спрашивать, они знали, что они будут делать. Брали плуг и чертили круг вокруг селения. Пахали эти рвы. Их могли несколько кругов чертить, поэтому ров мог быть очень такой глубокий. Чертили этот защитный круг вокруг села, чтобы предотвратить ту чуму, которая надвигалась. И таким образом спасали село. У разных народов были разные традиции. Чем-то похожие, схожие, чем-то отличались. Пахали, у армян пахали еще реку. Если был год неурожайный, засуха была, женщины пахали реку. Впрягались и то же самое. Начиналось дождливое время. Таким образом спасали. Если дети болели в селе, то женщины себе связывали руки и со связанными руками мыли, стирали, в общем, так связанные ходили. Это было себе наказание за что-то. Они это наказание то есть, проходили, тем самым заслуживали прощения небес и спасали детей. На Руси тоже были такие обряды, когда пахали землю вокруг селений для того, чтобы спасти селение от мора или чумы. Но в этой традиции, этой обычаи была и кровавая сторона. И она заключалась в том, что смерть требовала жертву. Она не просто так уходила и не просто так соглашалась уступать свое место жизни. Когда женщины ночью пахали вокруг селения, первое попавшееся живое существо, кем бы он ни был, человек, зверь, птица, собака, должна была быть убита. Ее убивали и кидали в ров. Это была жертва. Ее кровь отдавали смерти, чтобы она ушла. И поэтому всех предупреждали, чтобы никто не становился, не ходил смотреть, что там делают, чтобы кошек и собак своих не отпускали в этот день, то есть в эту ночь. Это было, может быть, и жестоко, не может, а действительно так и есть. Но когда на кону была жизнь всего селения, детей, женщин, когда был вопрос о том, выживут они или нет, то ни перед чем никто не останавливался. Так что рвы вокруг вашего селения – это могут говорить о тех кровавых временах. Вы думаете, самопожертвование это лежит только
в основе христианской религии, очень ошибаетесь. Очень многое переписано из древних традиций и обычаи народов мира. И вам пример Масленица. Об этом рассказано в моей лекции. Не будем возвращаться. Ярыло солнце, которое входит в свои владения, и задабривали солнце. Желают друг другу урожайный и сытый год. Но чучело Морены, которые сжигают, зимнее чучело, это как раз говорит о самопожертвовании, потому что Морена – это богиня не просто смерти, она богиня возрождения. Она убивала и уничтожала неспособные жить души, растения, зверей. Во-первых, не из-за злости, не из-за ненависти, а из-за милосердия. Уносила с собой для того, чтобы избавить от земных страданий. Отсекала умирающее и давала возможность живому жить дальше. То есть она оберегала растения и людей во время зимы. Она защитница этого всего. И брала на себя человеческие преступления перед богами, их бедствия, их боль. И завещала себя сжечь после того, как ее время подойдет к концу. И люди ее жгли. А потом, конечно, символически меняли соломенными куклами. Вот этот символ самопожертвования, забирания чужих грехов и заступничества перед богами за человека, это было издревле. То есть это не христианский только принцип. Боги зимы забирали всю боль, болезни, человеческие преступления перед Вселенным, недочеты, скажем так, забирали на себя и расплачивались за все собой, мучением. Они знали, что к концу зимы их мучительно уничтожат. Они воплощались в человеческое тело, горели живем, уходили, а потом снова возрождались. Вот это смерть и возрождение – это очень древний культ. Например, в теологии египтян Осирис, который спустился в царство мертвых, только так могли его заставить управлять миром мертвых, забирая, уничтожив его, убив его человеческое тело. После чего он возродился, и вот так каждый раз он умирает и возрождается, показывая символ мироздания. Уход старого, отсечение умирающего, мертвого, нежизнеспособного и рождение нового. Итак, друзья мои, на сегодня, я думаю, достаточно, пока переварите эту информацию. Мы эту серию работ с вами продолжим. Теперь мне нужно пойти выпить кофе, попить воды, сок или что-нибудь, потому что я чувствую, что вот эта лекция у меня забрала очень много моих сил. Я к концу уже, видите, хриплю. Но намерена еще кое-что снять. Надеюсь, у меня хватит сил для этого. Всем удачи, всех благ и помните, что знание – это великая сила. То есть кто владеет знанием, тот владеет миром. Не помню, кто сказал, но это очень мудрая фраза и в точку. Всего хорошего.